В архивах голландской Вест-Индской компании в судовом журнале адмирала Якоба Роггевена сохранилась запись от 5 апреля 1722 года. В тот день, совпавший с праздником Пасхи, его 3 корабля, идущие сквозь бескрайнюю синеву Тихого океана, неожиданно наткнулись на крошечную, полностью изолированную точку суши, отсутствовавшую на всех известных картах. Роггевен назвал ее «Пас», остров Пасхи. Однако увиденное на берегу противоречило всему его опыту и здравому смыслу. Перед моряками раскинулся почти бесплодный вулканический ландшафт, выжженный солнцем, покрытый редкой травой и низкорослым кустарником. Не было ни одного высокого дерева, из которого можно было бы сделать мачту для корабля, балку для жилища или хотя бы доску для лодки. Навстречу чужеземцам вышли несколько тысяч местных жителей, изможденных, покрытых татуировками, чьими единственными судами были хлипкие каноэ, сшитые из небольших дощечек и совершенно неспособные выдержать путь до ближайшего обитаемого острова, находившегося в тысячах километров. И все же по всему этому скудному, будто заброшенному пространству стояли они. Сотни колоссальных каменных статуй, некоторые высотой с 4-этажный дом и весом в десятки тонн, увенчанные массивными многотонными каменными шляпами. Они возвышались на огромных каменных платформах, обращенные лицами вглубь острова. Их вытянутые черты и глубоко посаженные глазницы хранили немое, вековое молчание. Роггевен был потрясен и записал в своем журнале, что команда не могла понять, как эти люди, не имея ни прочных канатов, ни строительного леса, ни каких-либо машин, сумели воздвигнуть изваяния, достигающие 30 футов в высоту. Вопрос, заданный голландским мореплавателем 3 столетия назад, положил начало одной из самых устойчивых и загадочных тайн в истории человечества. Со временем мы решили, что нашли на него ответ, создав удобную и поучительную теорию о цивилизации, ослепленной межклановой враждой и религиозным рвением, которая уничтожила саму себя. Это была притча об экоциде, в которой островитяне вырубили последний лес ради возведения и транспортировки последней статуи, после чего их общество рухнуло в пучину голода, насилия и каннибализма. История была трагичной, красивой и слишком хорошо совпадала с нашими современными страхами. Но что, если она ошибочна? Что, если реальная история острова Пасхи куда сложнее, технологичнее и неизмеримо страшнее? Последние открытия, сделанные при помощи георадаров, акустического анализа и генетического секвенирования, не просто поколебали старую версию, они фактически уничтожили ее, и на ее обломках начала вырисовываться новая, леденящая кровь картина. Картина, в которой статуи оказываются не памятниками предкам, а замками на скважинах, а сам остров, не кладбищем погибшей цивилизации, а тщательно спроектированной тюрьмой. Вопрос больше не в том, как их построили, а в том, что именно с таким отчаянным упорством пытались запереть внутри. Прежде чем спускаться в мрак подземелий, необходимо осознать масштаб инженерного гения, проявленного на поверхности. Величие и точность, воплощенные в Моаи, сами по себе являются аномалией, грубо нарушающей снисходительные представления о примитивных обществах каменного века. Почти все из 887 известных на сегодняшний день статуй были вырезаны в одном единственном месте — во внутренней и внешней кальдерах вулкана Рана-Рараку, который был не просто горой, а настоящей фабрикой идолов, работавшей без перерыва на протяжении столетий. Материалом служил вулканический туф, спрессованный пепел, относительно мягкий по геологическим меркам, но все же остающийся камнем, требующим титанических усилий для обработки.
У подножия вулкана археологи нашли тысячи базальтовых рубил, токи, единственных инструментов, способных резать туф. Каменотесы, подвешенные на веревках над отвесными стенами карьера, часами, днями и годами под палящим солнцем, миллиметр за миллиметром, высвобождали фигуры из скалы. Лазерное сканирование показало поразительную гладкость поверхностей и почти идеальную симметрию черт, что указывает на стандартизированные методы, сложные измерительные системы и передачу знаний между поколениями. В карьере до сих пор лежат 397 незаконченных статуй, словно работа была прервана внезапно. От едва намеченных контуров до полностью сформированных гигантов, так и не отделенных от породы. Самый крупный из них, Эль-Гиганте, длиной более 21 метра и весом около 270 тонн, лежит, словно спящий левиафан, свидетельствуя об амбициях, не знавших предела. Однако вырезать статую было лишь началом. Главная загадка заключалась в транспортировке. Как переместить 90-тонный монолит на расстояние до 18 километров по холмистой местности без тягловых животных и, как долго считалось, без леса? Более того, примерно на 100 статуй были установлены пукао, красные цилиндры из вулканической пемзы весом до 12 тонн, добытые в другом карьере и поднятые на головы уже стоящих идолов. Ранние теории отражали скорее фантазию исследователей, чем реальность. Эксперимент Тура Хейердала в 1955 году показал, что даже 12-тонную статую с огромным трудом можно тащить на санях, но для гигантов потребовались бы тысячи людей и леса, которых, как считалось, не существовало. В 1986 году чешский инженер Павел выдвинул революционную идею. Статуи не тащили, они шли. Их выпуклое основание и смещенный центр тяжести позволяли раскачивать их веревками и шаг за шагом передвигать вперед. Эксперименты с бетонной моделью подтвердили гипотезу, а в 2011 году археологи Карл Липо и Терри Хант окончательно доказали эффективность метода, передвинув 5-тонную копию силами всего 18 человек. Это совпало с устными преданиями рапануйцев, утверждавших, что моаи шли сами, ведомые маной. Однако, если транспортировка не требовала массовой вырубки леса, куда же исчезли деревья, и почему отлаженный процесс внезапно прекратился? Ответы оказались скрыты в устных преданиях, которые долго считались мифами, но теперь все больше напоминают хроники жестокой гражданской войны между длинноухими и короткоухими. Легенды рассказывают о приходе первых поселенцев под предводительством Хоту-Матуа, об элите жрецов и архитекторов, о рабочем классе и восстании, завершившемся геноцидом на полуострове Поике, где оборонительный ров был превращен в огненную ловушку. Раскопки обнаружили слой угля и обугленные человеческие кости, а радиоуглеродный анализ датировал трагедию концом XVII века. Генетические исследования выявили существование двух различных популяций. Война была реальной. После нее началась эпоха Хури-Моаи. Систематического свержения статуй, их ритуального ослепления и разрушения, что объясняет увиденное европейцами. Но главная тайна оставалась, что именно так напугало победителей. Ответ, возможно, скрывался под землей. Георадарные исследования выявили разветвленную сеть лавовых трубок, искусственно расширенных и укрепленных, соединенных с основаниями статуй. В подземных камерах нашли следы жестоких ритуалов, обугленные и раздробленные человеческие кости, химические аномалии и даже челюсть, вплавленную в застывшую породу при температуре свыше 1000 градусов. Акустические датчики зафиксировали инфразвуковой гул, вызывающий тревогу и дезориентацию, будто под островом скрывается нечто живое. Легенды говорили, что статуи следили не за морем,
а за тем, что находилось внутри острова, за пупом земли, который не должен был пробудиться. Все больше улик складывались в одну картину. Моаи были не идолами, а печатями, частью сакрально-технологической системы сдерживания. Когда она начала давать сбой, люди прибегли к жертвоприношениям, затем отказались от системы, свергли статуи и отвернулись от старых богов, перейдя к культу человека-птицы. Строительство прекратилось резко, карьер был заброшен, а незаконченные моаи остались лежать, словно мастера ушли и не вернулись. Поздние петроглифы изображали безумие, страх и раскалывающиеся статуи, из которых поднимается нечто неописуемое. Моаи перестали быть защитой и стали угрозой. И если они действительно удерживали нечто под островом, что произойдет, когда слишком многие из них будут разрушены? Остров Пасхи перестает быть поучительной историей об экологической катастрофе и превращается в рассказ о выживании и последнем бое. Возможно, это не храм, а тюрьма, и молчание острова — не мир, а затаённое дыхание. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.